Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Хотим поделиться с вами, уважаемые зрители, нашей радостью. Вчера, 12 ноября 2021 года, мы завершили переукрытие и реконструкцию своей старой теплицы из поликарбоната. Старый израильский поликарбонат прослужил 11 лет. И если бы не крупный град прошлым летом, то, возможно, мы бы еще использовали этот сотовый поликарбонат старый. Ко всему у нас уже появилось еще несколько задач, связанных с выравниванием профиля, который сместился на западную сторону из-за сильных ливневых дождей. Большое количество воды нашло под западной стенкой нашей теплицы пустотку, и теплица села чуть-чуть на бок. Вот это все нужно было выровнять и заменить сотовый поликарбонат на новый. К сожалению, сейчас в Украине нет израильского поликарбоната, который нам очень понравился. И вот мы пытались его найти в множестве компаний, продающих этот важный материал для нашей теплицы. После долгих поисков, изучения информации о наличии в Украине сотового поликарбоната для укрытия теплиц, мы остановились на одной из киевских компаний. Мы не рекламируем эту компанию, покупка проведена по полной стоимости, и мы не ставим задачу, чтобы рекламировать их. Здесь мы в этой компании киевской нашли сотовый поликарбонат совместного российско-израильского производства. Вот это именно производство, хотя бы совместное, именно с Израилем, нас как раз и заинтересовало. Это было где-то в середине сентября. Мы оплатили 3 листа поликарбоната длиной по 12 метров и шириной 2 метра 10 сантиметров, толщина 4 миллиметра. Доставила ценный груз для нас, ну и для всех. Есть такая почтовая компания у нас Delivery. Вот этот туб вместил 3 листа по 12 метров. Мы с трудом поверили, что в тубе может разместиться такое количество метров, 36 метров сотового поликарбоната. Это было у нас такое замешательство, когда мы получали в компании. Привезли домой посылку и сразу же открыли ее. Там действительно оказались 3 листа по 12 метров. Открыв посылку, мы сняли напряжение с листов. Их специально так наматывают для того, чтобы очень удобно и легко доставлять по всей Украине вот эти важные сотовые листы сотового поликарбоната для теплиц и для других каких-то строительных дел. Но нас интересовал поликарбонат только для теплицы. Ну вот мы взяли каждый лист в отдельности и так вот произвольно, легко заложили в новые тубы и разместили их здесь у старой теплицы на огороде. Напряжения уже не было, и мы спокойно занялись своими делами. Кстати, к листам этим также сразу заказали профили соединительные, торцевые и перфорированные ленты, чтобы все это красиво соединить, так как у нас этого всего не было в первый раз, когда мы покупали сотовый поликарбонат израильский. И вот только после сбора урожая томатов и заделки, это обязательное условие, мы всегда сразу же после сбора урожая заделываем зеленые какие-то удобрения. В данном случае в этом году мы заделывали солому и зеленые удобрения в почву. И вот после этого мы взялись за работу по замене поликарбоната и по ремонту вот этого профиля, который чуть-чуть сместился. Вот как это было. Смотрите. Сначала сняли боковую часть, оставляем низ. Решили, что оставляем низ вот так. И теперь приступаем к снятию вот этих боковых, верхние. Вот они у нас
нас верхние листы. Вот так. Ну и так как у нас отрезано, решили, не получается у нас ломать. Сейчас я иду туда. Смотрите, сколько надо разбивать. И будем мы разбивать. Попробовали чуть-чуть. Это очень много времени занимает. И потом заново это делать уже времени нету. Поэтому решаем оставлять вот эту нижнюю. Вот она как бы будет двойная. А сверху цельная, сверху еще будет. Но сейчас нам нужно снять. Для этого нам понадобится помощь. А помощь состоит в том, что раньше мы, когда вначале закручивали просто, прикручивали один с одной стороны, другой с другой, я с середины. Вот. А сейчас уже у нас есть техника. Мы можем использовать уже технику для того, чтобы один с той стороны только быстро раскручивать. Вот, потому что очень много надо раскручивать. Так, один лист мы сняли. Сейчас вот это приходится конструкцию такую строить, для того, чтобы не поломать. Да, старый поликарбонат тоже пригодится. Подставляем вещи. И нужно раскрутить вот эти все держатели. Планочки, болтики, гаечки. Этот лист. Мы 2 листа сняли. Остался третий. Третий как? Для того, чтобы здесь у нас немножко неудобно, мы его перемещаем на эту сторону и вытягиваем, и тянем его на место хранения. Кстати, это делаем мы только вдвоем. Никаких других рук нету. Все сейчас работают. Итак, у меня задача вот сейчас с этой стороны вот этот лист. А он тут уцепился чего-то. Есть. Ну давай, будем тянуть. Вот так вот. Все, опускать будем. Давай чуть-чуть ее опустим. Как мы это делаем? Вот так. Ага. Пошел. Чуть-чуть еще. Вот, посмотрите. Теперь видно хорошо. Каркас вот этот из труб. Вот он. Хорошо. Как удерживается вверх. Вот. И на него уже, на этот каркас, вот этот профиль уложен. И вот эти трубы тоже, и здесь профиль тоже держится. Стоечки. Вот вся теплица на каркасе. Да. Вот так вот. Здесь с этой стороны тоже вот так вот удерживается. Солнышко сегодня, какая хорошая погода. Вот сидираты служат. Как раз на солнышко раскладываем пленку, поликарбонат, вернее. Все здесь расписано, где у нас верх, где у нас низ. Нагревается. А теперь будем вымерять, какая нам нужна длина поликарбоната. Так мы делаем, отметили метром сколько надо, развертку. И отметили, делаем фломастером. Вот. Черта есть у нас. Можно вот таким ножиком резать. Вот. Но это надо подскладывать доску. Мы решили по другому пути пойти.
У нас есть проверенный инструмент турбинка. Он на все случаи жизни. Обрезано лист для укрытия, а сверху у нас остается, то есть вот это сверху. у нас кусок остается. Что мы делаем? Сверху. А вот этот кусок пойдет на торец теплицы с той стороны. А что, торец в первую очередь? Потому что мы должны этим листом накрыть этот. Ага. И уплотнитель поставим еще. Ясно. Но вы будете дальше видеть, какой уплотнитель или для чего, как будем ложить. Ага. Вот это у нас получается 12-метровый минус, сколько там, 3,70 и 3,70. 7,40. Ага. Вот это остатки сейчас будут на торцевую сторону. Северная сторона у нас будет сейчас На закрываться. две стороны. Даже на две, да? Готовые лекала уже есть. Мы установили. Торец. Да, Северная теплицу. сторона. Ага. Грубо. Так, грубо. А теперь нужно нам подогнать. Подогнать берем старый карниз. У нас вот есть. Прикладываем вот. И на пересечении карниза и поликарбоната вот есть точка. И фломастером ведем. Вот видите. И вот. А я думала, как же ты ровненько сделаешь это красиво. Вот видите. И теперь вот это по этой черте отрежем турбинкой. Вот видите, фломастером отметили. Запускаем нашу турбиночку и режем по черте. Вот ровненько, красиво, хорошо. Константин такой вот клейкий ленты. И очень хорошо клеится самостоятельно к этим вот всем срезам. Для того, чтобы туда не поступала влага. И вот так все обклеиваю. Одеваем изоляцию для труб, которая идет. Мы ее одеваем на торец теплички. Здесь вот лентой вначале заклеили, вы видели. А сейчас вот это одеваем. В общем-то, это до момента соединения вот с этим листом. И потом будем ложить сверху лист, и оно будет получаться как герметически. И здесь уже не будет поступать холодный воздух. Вместо труб... Опа! Это да. Так, у нас два торца и два листа уже готовы. Мы их полностью прикрепили.
Вот она. Здесь у нас вот так. Остается серединка. Как делаем мы? Есть соединяющие, которые с двух половинок. Она снизу ставится в стык, поликарбонат лист к листу, и потом снизу ставится и сверху и закручивается на шурупики. А у нас досталось такое, что цельное. Цельное только можно вставить, когда она прямое. А когда вверху, то проблематично. Мы совсем по другому пути пошли. Одеваем на один лист, Средний вот этот, да? средний, два соединяющиеся. С одной стороны и потом с другой стороны соединим. И потом положим наверх на те два листа. И прикрутим болтиками. И будет так держать. Ну да, у нас 11 лет держала так, да? Мы Ну, так 10 делали. лет держала. 10, 11. 11 лет. Да, 11 лет. Так, ну что, будем вот сейчас еще вот эту прикреплять. Ну как делаем, надо еще одну пару рук, чтобы снимала. Да. Ну сейчас начнем. Планку Покажем. вставили там. Сейчас мы вторую делаем. Вот, вставляется сюда поликарбонат. И пошли помаленько. Она вот так. легко вставляется, да? Да. И пошли помаленько. Видите? О. И идем. О. Соединительная планочка. Вот как. О. И вот так дальше и дальше. А вот это ты заметку сделал, отметку 3 метра, это что это? Это будет просто уже внизу, да, чтобы она не была ее? Будет, да, сверху до нашей метки, которую там я покажу, куда она будет доходить. Ясно. То есть мы делали метку центр и вот эти метки тоже еще для вот этой ленты соединить. А тут начался дождь. Мы успели только все вот эти части торцевые, боковые все сделать и на сидераты. Сидераты у нас служат столом для работы. Идет дождь на второй день, после дождя ветер сильный, но мы водрузили этот лист и вот закрепили его пока лентами капельного орошения. Тюки мокрые, тяжелые, надеемся, что будут держать. А теперь дальше будем работать по соединению. Сначала вытереть, почистить. Все, сейчас будем эти работы выполнять. Теперь задача снять пленку. Когда уже наверху, перед тем, как последний лист будет ложиться уже на свое место, вот таким образом снимается пленка. Легко. Вот так снимается внутренняя пленочка. Тоже легко. Аккуратненько, тихо, спокойно. Немножко теплица Сместилась уже? сместилась, да, перекосилась немного. И получается, чтобы оно совпадало, листы и хотя бы направляющие вот здесь, вот это совпадало с отверстиями, чтобы она, эта планка хорошо прижимала. Металлическому этому профилю, да? И вот мы ее стараемся посередине где-то выбрать, чтобы она прижимала посередине профиля. А тучи сгущаются все ближе и ближе циклон. Теперь самый сложный момент — это вот укрепление вот этой среднего листа. Вот нужно лестницу, высота должна быть. Ставим старый поликарбонат. Полистирол и лестница. Для того, чтобы не испортить вот новый сотовый поликарбонат. Вот таким образом все. И также на ту сторону. А внизу удерживают листы по-прежнему солома, тюки соломы, потому что у нас ветер сегодня. А ночью заходит. Итак, теплица у нас уже практически по сторонам все сделано. Вот у нас северная сторона, торец. И еще дополнительно для того, чтобы не терять тепло,
И бывает, что сильный гололед, снег. Ну и вот эта сторона всегда холодная, поэтому мы еще будем делать. Чего мы будем делать? А ну-ка рассказывай, Александр Федорович. Мы вот дальше двигаемся и делаем между дверью, где открывается петли, у нас здесь щель получается. Что мы сделали? У нас материал вот такой был, крышу делали и вот кусок. Утеплитель такой своеобразный, да? Своеобразный утеплитель, не могу сказать, что это. Ну, какой-то материал. И мы его поставили в середину, обжали его, и получилось у нас уже минимум поступает воздух. Ага. Да, были щели, ветер дул все время. Потом от старого поликарбоната были такие полоски, мы их вставили сюда, и вот нашли такие защелки с окон, которым 30 лет, но они Советские надежнее. еще. Да, и тоже вот сделали, чтобы оно закрывалось, открывалось и герметически закрывалось, чтобы меньше было доступ воздуха. Северная сторона, еще плюс дополнительно мы сделали вот между крышей и торцом теплицы вставили вот такой утеплитель для труб. Вот. И оно сейчас вот закрылось и герметически уже не будет сюда поступать холодный воздух. Дальше мы что делаем? Еще мы сделаем как двойную пленку. Получается двойная пленка, поликарбонат, и сверху еще пленку сделаем, закроем. И вообще с северной стороны не будет поступать холодный воздух. И плюс, как двойная будет прослоечка здесь. Двухкамерная, будем так говорить. И здесь не будет поступать холодный воздух через... А, то есть термос, да? Да, Получается, термос как термос. будет. Вот Да. это будет прослойка. Ну, А что для этого еще, что нужно делать? А чтобы пленка не рвалась, мы опять берем же этот утеплитель для труб. Это в строймагазинах, да, Да, продается? он продается, он стоит 4 гривни 2 метра вот здесь. Ага. И вот, что мы делаем? Одеваем вот так вот, чтобы пленку... Ты их разрезал, эти трубки, да? Ну, есть разрезанный, а этот не разрезанный, пришлось немножко поиграться, разрезать. Ну, это не Ну, он проблема лучше разрезать. держит, если... Двигаемся дальше. И вот, чтобы пленку не терло, мы еще ставим вот дополнительно вот такой утеплитель. Он работает как у нас, чтобы пленка не терлась. Вот, видите? Угу. Вот. Угу. Значит, весь вот этот полукруг будет сейчас одет вот этой трубкой. А внизу у нас тут дожидается уже вот эта пленка. Разрезали. Какая пленка у нас? Плотность и сколько мы взяли? Толщина 1,2 микрометра. Ну, как раз сколько это получилось? 3 метра, да? Да, здесь 3 метра на 5 метров. Ага. Ну, вот и отлично. 1,2 толщина микро. Хорошо. Пока трубочка, а потом покажем, как мы будем все-таки к теплице прикреплять вот эту пленку. Раньше у нас рвалась пленка. Мы снимали вот эти штуки железные, прикручивали. Что-то ты другое уже придумал. Сейчас вот это длиннее болтик выпустили, чтобы можно было одну планку здесь запустить, и потом пленку, и опять вставочку, и Ага, вот прижать. это у нас получается вот эти старые, да, ламочки, и ты их сюда же используешь. Что мы делаем? Мы натягиваем сейчас. Сейчас мы натягиваем вниз. Вот так вот. Оператор занят. Да. Серьезное дело. Вот. Натягиваем. Вот так вот. Здесь. Вот. О. Здесь тоже сейчас. О. Ставим планочку. Угу.
Раз. Давай я сейчас. Что-то у меня не получается сразу две работы делать. Вот. Так, Теперь шайбочки. подаю тебе шайбочку. Одну шайбочку и гаечку. Вот. И вторую шайбочку и гаечку. Вот такие они. О, Вот так вот. Вот так. И сейчас закрутим. пленка может быть использована не один год. Она не будет рваться. Ну и старые планки у нас используются. Он дракон охраняет плоскогубцы. И закручиваем. А уже когда становится тепло, тогда это легко будет снять сверху, потому что мы раньше надо было вот это откручивать с середины, травмировали рассаду уже, когда высадили и жарко становилось. Сейчас все это будет с улицы легко. Вот. И дальше все остальное, да? Вот там уже та сторона у нас готова. Остается тут. Так. А тут уже тоже готово. Вот так у нас. А теперь вниз пленки. Вот так подсыпается. Получается, что и снизу у нас будет утепление с северной стороны. Вот. Полностью у нас закрывается. А вот натянутые они будут бить об ту теплицу и не будет приставать. И получится, что воздушная подушка. Да, воздушная подушка получается хорошая. И вот она, красавица-теплица после реконструкции и замены сотового поликарбоната. Светлый, красивый зеленый домик для выращивания помидоров, огурцов, а также для рассады разных растений уже готов. Имея собственный опыт строительства теплицы из поликарбоната 11 лет назад, мы сейчас справились с задачей за 15 дней. Но полных рабочих дней было всего несколько. То циклон с осадками и сильным ветром нам мешал, то морозец создавали трудности для нас двоих, авторов канала и авторов этой теплицы. Александр Федорович усовершенствовал некоторые составляющие торцевых частей теплицы, добавил утеплители, сделал ручки на дверях, уже по несколько их, защелки, которые закрывают теперь двери плотно, также фиксатор на улице для дверей, чтобы дверь находилась в определенной части и ветер ее не сносил и не бил в стенки торцевой южной части и северной. Также мы утеплили северную сторону пленкой. Теперь приятно трудиться в теплом домике для растений. Зима теперь нам не страшна. Сюда перекочуют все вазоны, горшки с клубникой, земляникой, анемонами, весенними луковичными цветами, хризантемами, витаминными салатами. На этой радостной ноте мы завершаем сегодняшнее видео. Планируйте, стройте для растений зеленые домики. С ними вы обязательно обеспечите свои семьи витаминами, ценными витаминами в последующие годы мини-ледникового периода. Удачи вам, крепкого здоровья и до новых встреч на нашем канале!